Здрасте, имя мне Настя, забор покрасьте. И сегодня я тебе поведаю о том, как же все же сделать свои рисунки лучше, так как лето продолжается, а значит есть время прокачать себя и свои навыки в том числе. Вообще ходит одна такая штука, что надо больше практиковаться, и тогда все получится. Безусловно, все так оно и есть, однако есть одно но. Таким способом мы тренируем технику, но на одной технике далеко не уедешь, поэтому нужно еще несколько факторов, о которых я тебе поведаю. Во-первых, для того, чтобы все-таки увидеть результат быстро и на лицо, как оно говорится, нужно делать акцент на прокачку мозга. О чем я вообще говорю? Дело в том, что для рисунка нужны три главные составляющие. Это техника, как мы уже упоминали. Второе — это визуальная библиотека, из которой мы черпаем образы, что как лежит, где тени, как оно выглядит. В общем, дополняющую составляющую техники. И также анализ рисунков. Все это формирует наш личный опыт и то, как будет выглядеть конечный результат. Для начала лучше всего все-таки сесть, разобраться, какие рисунки лично тебе нравятся, что ты хочешь от себя получить и на какой результат надеешься. Я понимаю, что поначалу может быть страшно, так как ты понимаешь, что ты до этого не дотянешь, или же просто не знаешь, с чего и как начать. Для этого нужно просто сесть, задротить, рассматривать и пытаться понять, как же все-таки человек это нарисовал. Да, дело специфичное и скрупулезное, но поверь мне, оно того стоит. Во-вторых, визуальная библиотека — это ресурсы изображений, которые мы впиваем в свой мозг. Допустим, ты идешь по улице, увидел какой-то классный балкон, на который упала вечерняя тень, и ты видишь, что вау, выглядит очень круто. Лучше всего даже сфотографировать, чтобы в итоге ты мог еще раз посмотреть и детальней проанализировать, что как к чему. Поверь мне, это очень поможет, и тебе будет куда проще прорисовывать мелкие детали. Будет куда проще создать более эффектный и правильный глазу рисунок, что ли. Также мой тебе совет: будь бдителен к деталям, так как малейший мазок может очень сильно улучшить саму работу. То есть, если тебе что-то не нравится в рисунке, или, допустим, ты рисуешь, тебя что-то вот так вот напрягает, но ты не можешь понять, что именно, и все же ты смотришь, вот кажется, что если там можно что-то добавить, потому что вроде бы пусто, то делай, пробуй. Есть отдельные слои, с традишкой, конечно, я понимаю, все куда тяжелее, так как там одна попытка, но в этом своя романтика, я понимаю, людям нравится хардкор, наверное, да? Поэтому там и рисуют. Но суть в том, чтобы пытаться исправить то, что тебе не нравится. Не оставлять так, потому что «Ой, я не могу». Все ты можешь, я в тебя верю. Ты булка с корицей, которая способна на многие вещи. Я это знаю. Человеческий организм, как и тело, так и наш мозг, он безграничен. Мы можем делать то, на что вообще не рассчитываем. Поэтому борись до конца. Борись до того результата, который тебя, даже если полностью не устраивает, так наближен более-менее к тому, чему ты желаешь сам. Да и ничего не мешает возвращаться к данному участку проблемному время от времени, когда у тебя не замыливаются глаза, ты отдохнул, и твой мозг придумал решение данной проблемы. По сути, рисование — это как одна большая головоломка, которую постоянно приходится разгадывать или напротив чудить и думать: «Господи, как же это исправить? Это я так задолбался, что не могу». Не без этого. Лады, с работой мозга мы все-таки разобрались, да и поняли, что нам там делать, да как. И в итоге, допустим, мне захотелось прорисовать архитектуру с горами, потому что я в этом вообще не сильна. Они мне очень туго даются. Вот, нарисовать научиться и хочется, а страшно. У меня самой есть такая проблема, когда вот реально ты понимаешь, что это выше твоей головы, и страшно банально начать. Обычно, когда мне приходят такие мысли в голову, я просто такая: стопэ. А какая нафиг разница, флексим, ребята, один раз в жизни живем, поэтому будь что будет. Получится фигня, не выложу, получится хотя бы что-то, буду рада и вынесу с этого урок. Буду с тобой крайне честна,
На этот раз мне было жутко страшно начинать что-то делать, так как у меня куда-то испарилась та уверенность, которой я обладала при самом начале своего пути, когда я безбашенно творила и бралась за все, что мне было только интересно. Сейчас же появилась такая штука, как не оправдать ожидания, как не пробить само дно своим исходным существованием. Но, знаешь, благодаря тебе, благодаря твоей поддержке, которую ты мне постоянно пишешь, оставляешь свой добрый комментарий, я поняла, что к черту оно все. Надо пытаться, надо стараться, надо делать. Ко всему этому я пришла благодаря тебе, благодаря твоим вдохновляющим историям, которыми ты делишься, и благодаря твоей искренности. Спасибо тебе большое. Спасибо вам за то, что у нас теперь 30 тысяч. Мы теперь как одна большая семья, своя большая рейв-пати тусок, которая может не только поделиться своими проблемами, но и поддержать. Спасибо тебе, правда, за все. Ты даешь мне много сил стараться еще больше. Поэтому я и дальше буду пытаться усовершенствоваться и делиться своими познаниями вместе с тобой. Хотя бы так я могу выразить свою благодарность. А также отдельное спасибо спонсору видео Лилиане. У нее на канале ты найдешь теплый чай, забавные истории под спинпейнты, а также полезный формат для творческих людей. Как по мне, она очень сильный духом человек, ведь ей хватает смелости обсуждать темы о посещении психотерапевта и даже о всей возни своего диплома. Я даже не знаю, плакать мне или нет от ожидания грядущего, но эта родная и милая атмосфера скрасит любые переживания и согреет сердечко. Пусть и про чай я приврала, но в остальном будь уверен. Ссылка находится в описании. Кстати говоря, если упоминать о трудностях процесса работы, то первое, о чем я должна поныть и пожаловаться, так это о том, что из-за своей некомпетентности, из-за своей невнимательности я беззаботно рисовала, проделала довольно большой объем работы, и я не знаю, то ли от перегрева, так как сейчас у нас адская жара, я едва сижу и записываю этот подкаст, но мой комп, он просто взял и перезагрузился, так как я не сохранялась довольно долго. Это для меня была трагедия. Ясное дело, что первым делом я пыталась сделать бэкап истории, но это ничего не спасло, а также пострадал больше всего запись экрана, на который я записывала сам SpeedPaint. Увы, мне его вернуть так и не удалось. Но да ладно, фиг с этим. И мне стало настолько обидно, что просто я расплакалась. Я от тебя такого не ожидала. Это так было смешно. Просто сижу, схлипываю носом, рыдаю в 3 ручья, но все равно продолжаю рисовать. Только уже намного уверенней, так как, не надо не забыть все то, что я нарисовала, как я исправляла, потому что эти штуки, они сделали рисунок куда лучше. Я не могу с точной уверенностью сказать, получилось у меня во 2-й раз лучше эта перерисованная версия, но то, что этот факт, он сильно подъел мои силы на эту работу, это уж точно, так как можно заметить, что детализированность работы, она в участках падает из-за того, что у меня просто уже не хватало сил и хотелось поскорее с этим покончить. Думаю, да, мне еще есть куда расти со своей усидчивостью, ведь для меня неделю работать над одним холстом — это очень много, мне очень тяжело морально это делать, но я смогла. Я очень горжусь собой, что я не закинула, что я доделала все, как более-менее хотела. Да, рисунок далеко не идеален. Тут есть еще над чем работать и работать. Но поверь, для меня это такая большая и значимая победа, которая дала мне еще больше уверенности в том, что со следующим разом я смогу сделать еще больше, а потом будет больше и больше и больше. И все это дает мне надежду на то, что в конечном итоге я смогу стать тем творцом, которого признают. По крайней мере, я буду очень сильно стараться и трудиться ради этого дня. На вопрос, стоили ли все мои мучения с этим анализом, с попыткой построения, заморачиваться над тем, что я не умею рисовать и попытаться это сделать более-менее нормально, однозначно это того стоит. Стоило абсолютно все.
стоила даже та попытка, когда у меня слетела прога, слетел ноут, и мне пришлось переделывать по новой. Конечно, все-таки обидно, но, увы, не без этого. Всегда случаются подобные траблы, по которым плакать охота. Но что поделать, такова наша жестокая участь художников. Ну и на этом все. Надеюсь, данное видео тебе было полезно. Если же тебе понравились мои труды или рисунок, тогда, пожалуйста, поставь лайк. Ведь лайки очень сильно мотивируют меня и вдохновляют на еще большую работу. А также новые лица только ускорят выход видео. До новых встреч и пока-пока! Oh, really?